Хмурое октябрьское утро. Тяжелые свинцовые тучи низко висели над городом, закрывая солнце, словно серый занавес. Моросящий дождь стучал по крыше больницы, стекая по стеклам каплями, которые причудливо переплетались на стекле, превращая пейзаж за окном в акварель. Асфальт, покрытый лужами, блестел как зеркало, отражая свет уличных фонарей, что все еще горели, словно не веря в наступление дня. Термометр на окне показывал всего +5 градусов Цельсия. Холодный ветер срывал последние листья с деревьев, гоняя их по пустым улицам. В ординаторской детской реанимации, где слабый свет ламп смешивался с серыми отблесками дождливого утра, стоял Сергей Михайлович. Он машинально помешивал ложкой остывший кофе, не отрывая взгляда от оконного стекла. На его лице отражалась усталость. 48 часов без полноценного сна оставили свой отпечаток в виде теней под глазами и тяжести в теле. Его потертый синий халат с закатанными рукавами и немного помятые брюки свидетельствовали о том, что ночная смена была особенно изнурительной. Дверь тихо скрипнула, и в помещение заглянула старшая медсестра Анна Петровна. Женщина лет 45, с внимательными глазами и строгой прической, из-под которой выбивались пряди седины. «Михалыч, может, домой?» — предложила она с беспокойством, глядя на него. «Ты же 3 сутки почти». Сергей обернулся, слегка улыбнувшись, но в его глазах читалась внутренняя борьба. «Некому, Петровна, сама знаешь. Коллеги, все с этим вирусом слегли». Он устало потер переносицу под очками. «А дети? Им ведь нельзя ждать, пока врач выспится». Старшая медсестра хотела возразить, но осеклась. Она знала, что спорить с ним бесполезно. Сергей был не просто врачом, он жил своей работой, особенно после того, как 3 года назад остался вдовцом. Его 12-летняя дочь Алиса была для него всем, но он не позволял себе ставить личное выше профессионального. В этот момент на рабочем столе завибрировал телефон. Сергей достал его из кармана халата. Сообщение от Алисы. «Пап, я на великах с Машкой. Не волнуйся, шлем надела. Люблю». Уголки его губ тронула теплая улыбка. Алиса, его умница, всегда заботилась о нем, даже в своих детских шалостях. Он хотел набрать ответ, но его мысли прервало внезапное вспыхивание красной лампы тревоги. Комната наполнилась зловещим красным светом. Одновременно заверещал экстренный телефон. «Реанимация, Сергей Михайлович». Он поднес трубку к уху. «Срочный вызов. Младенец, 4 месяца, удушье, цианоз, судороги. Бригада уже в пути. 7 минут до вас». Голос оператора был четким, без эмоций, но от этого казался еще более тревожным. В этот момент другой телефон, лежащий в кармане, завибрировал снова. Сергей торопливо взглянул на экран. Незнакомый номер. Вдохнув, он ответил: «Алло». На том конце провода раздался дрожащий женский голос. «Сергей Михайлович, это Светлана, мама Маши, подруги Алисы. Тут...» Голос сорвался. Женщина явно пыталась сдержать рыдание. «Авария. На перекрестке у парка. Алиса». Мир словно остановился. Сергей почувствовал, как пол уходит из-под ног. В ушах зашумело, сердце заколотилось. «Что с ней? Говорите?» Его голос дрожал. «Машина». Водитель не успел затормозить. «Скорая уже едет. Она без сознания, но дышит». В этот момент в коридоре послышался топот ног и крики медиков. Сергей обернулся. К ординаторской бежали врачи, толкая перед собой каталку с младенцем. Время словно растянулось, превращая секунды в бесконечность. На каталке лежал крошечный ребенок, его кожа была синюшной, а тельце выгибалось в судорогах. Мать малыша, молодая женщина с растрепанными волосами, бежала рядом, ее лицо искажено ужасом. «Спасите его, умоляю!» Он просто поперхнулся во сне, а потом... Слова прерывались рыданиями. Сергей замер. 2 жизни, 2 ребенка. Его руки нужны обоим,
но он один. Сквозь пелену мыслей прорвался голос Анны Петровны. «Сергей Михайлович, счет на минуты». Его пальцы автоматически набрали номер заведующего реанимацией соседней больницы. «Виктор, выручай. Моя Алиса. Авария. Я не могу уйти. Тут младенец при смерти. Примешь мою девочку?» На том конце провода пауза длилась всего несколько секунд. «Без вопросов, Сергей. Уже звоню в приемной. Я лично займусь ею». Положив трубку, Сергей глубоко вздохнул. Это решение далось ему с невероятным трудом. Профессиональный долг требовал остаться с младенцем, но каждая клеточка его существа рвалась к дочери. Следующие 40 минут превратились в адскую борьбу за жизнь младенца. Пот заливал глаза, руки действовали на автомате. Годы практики сделали движения точными и выверенными. Анна Петровна, как всегда, была рядом, четко выполняя команды. Медленно, но состояние младенца стабилизировалось. Крошечные легкие начали работать, цвет кожи возвращался к норме. Мать ребенка рыдала от счастья, пытаясь обнять Сергея. «Не надо», — мягко остановил ее он. «Это моя работа». Когда ребенка перевели в палату интенсивной терапии, Сергей наконец позволил себе достать телефон. Руки дрожали, сердце бешено стучало. «Виктор, как она?» «Стабильно. Сотрясение, перелом ключицы, ушибы. Но жить будет, Сергей. Ты знаешь, я в этом уверен». Прислонившись к холодной стене коридора, Сергей закрыл лицо руками. Слезы, которые он сдерживал весь этот день, наконец нашли выход. Слезы усталости, страха, облегчения. Прошло 3 месяца. Алиса сидела на диване в их уютной квартире, обложенная учебниками. Ключица срослась, синяки давно исчезли. На стене висел ее новый велосипедный шлем, подарок от команды папиной реанимации. «Пап, а ты правда не злишься, что тогда не приехал сразу ко мне?» — спросила она, отрываясь от чтения. Сергей замер, посмотрел на дочь. Ком встал в горле, но он все же нашел силы ответить. «Знаешь, солнце, я каждый день думаю об этом. Но тот малыш, он бы не выжил без немедленной помощи». Алиса улыбнулась, ее глаза светились пониманием. «А вы с дядей Виктором меня спасли. Значит, все правильно сделал». Сергей обнял дочь, чувствуя, как к горлу подступает комок. В свои 12 она понимала то, что не каждому взрослому под силу осознать. Пищащий звук рабочего телефона разрезал тишину квартиры. «Да, слушаю. Понял. Выезжаю». Алиса улыбнулась. «Иди, пап. Там кому-то нужна помощь. А я никуда не денусь, обещаю». Сергей поцеловал дочь в макушку и быстро начал собираться. Он знал, какой бы сложной ни была его работа, какие бы решения ни приходилось принимать, благодаря поддержке и пониманию дочери он справится со всем. А в приемном покое его ждал очередной маленький пациент, для которого его знания и опыт могли стать разницей между жизнью и смертью. И Сергей был готов снова сделать все возможное, чтобы спасти еще одну жизнь. «Люблю тебя, солнце. И я тебя, пап. Будь осторожен».